Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую красивую реалистичную луковицу. Вот какая она красивая, вяжется очень быстро и легко по сантиметрам. Если замерять вот одну луковицу, то она до 6 сантиметров. Вот такая небольшая красивая игрушка. Для игрушки я буду использовать пряжу джинс Ярнар в 50 граммах 160 метров. И возьму крючок 2 миллиметра. Делаем кольцо. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд провязываем 12 столбиков без изменения. И довязываем по кругу до маркера. В четвертом ряду вяжем 1 столбик, в следующий прибавка. Так, одеваем маркер. Всего таких повторений 6. Еще раз показываю: 1 столбик, в следующий прибавка. Вяжем так до конца ряда, и в конце четвертого ряда 18 столбиков. Пятый ряд: 2 столбика, 1, 2, и после 2 столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда, 2 столбика, прибавка, всего 6 повторений. В конце пятого ряда 24 столбика. Шестой ряд: 3 столбика, 1, 2, 3, и после 3 столбиков прибавка. Снова таких повторений 6. 3 столбика, прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце шестого ряда 30 столбиков. Седьмой ряд: вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, и после 4 столбиков прибавка. Снова таких 6 повторений, и в конце ряда 36 столбиков. Восьмой ряд: 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, и после 5 столбиков прибавка. Снова таких 6 повторений, и в конце восьмого ряда 42 столбика. С 9 по 13 ряд провязываем по 42 столбика: 9, 10, 11, 12 и 13 ряд. Теперь возьмем белую пряжу, вставляем ее в иголку и сделаем корешочки. Для этого в самую середину, в центр, прокалываем иголку с ниткой, вставляем небольшой хвостик,
сюда же, в этот центр, прокалываем снова иголку с ниткой, возвращаем ее. Оставляю вот петелечку для корешков, чтобы можно было сформировать. Здесь тоже будем оставлять петельку для того, чтобы можно было завязать потом корешки, чтобы они надежно держались. Снова в этот центр прокалываем нитку с иголкой. Вот, оставили такую петельку. Снова в центр и так несколько раз. Оставили. Снова в центр выводим. И с внутренней стороны тоже оставляем вот петельку. Вот у нас их уже 2. И проделываете так столько раз, сколько вы посчитаете нужным. И еще один раз. Выводим в центр. Теперь вот я так выверну, для того, чтобы было понятно, вот как мы будем закреплять ниточки. Вот этот хвостик, который у нас остался от вывязывания луковицы, в одну сторону через петельки, нитку с иголкой вот в другую сторону, завязываем на узелки. И еще можно завязать вот на узелки с белой ниточкой. Так, вот эти хвостики, видите, они уже никуда не денутся. Вот так они и будут здесь зафиксированы. Они уже завязаны. И никуда они уже не вылезут. Потом, когда мы закончим вязание, мы их оформим. Вяжем 14 ряд, провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. И в конце 14 ряда 36 столбиков. 15 ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И после 4 столбиков убавка.
Снова так вяжем до конца ряда. 4 столбика убавка, всего 6 таких повторений. В конце ряда 30 столбиков. 16 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3. И после 3 столбиков убавка. Всего таких 6 повторений. В конце ряда 24 столбика. Наполняем игрушку наполнителем и вяжем 17 ряд. 2 столбика, 1, 2 и после 2 столбиков убавка. Всего таких 6 повторений и в конце 17 ряда 18 столбиков. 18 ряд, вяжем 1 столбик и убавка. Всего таких 6 повторений, в конце ряда 12 столбиков. И 19 ряд, это у нас 6 убавок. И перед этим не забудьте наполнить игрушку наполнителем. В 19 ряду будет 6 столбиков. И 20 и 21 ряд вяжем по 6 столбиков. Теперь 22 ряд, провязываем 1 столбик, следующий прибавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, прибавка. И еще один раз 1 столбик и прибавка. В конце ряда 9 столбиков. И еще последний ряд провязываем тоже по 9 столбиков. Довязываем так до конца. Отрезаем ниточку немного подлиннее, так как мы ней будем еще пришивать детали. Теперь берем зеленую пряжу и свяжем перья для луковицы. Набираем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Теперь со второй воздушной петли от крючка провязываем соединительную петлю. 1 соединительная петля, 2 и 3. Теперь 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее соединительные петли. 1, 2, 3 и 4. Ниточку не отрезаем. Снова набираем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. И провязываем точно так же. 3 соединительные петли, 7 столбиков, 4 соединительные петли. И всего так вяжем 4 такие вот пера. Вот получились 4 такие пера для луковицы. Здесь 2 хвостика мы еще свяжем. Два узелка. Ниточку теперь можно отрезать. Берем нашу луковицу и вставляем теперь я вот вершину луковицы. Так вставили.
И теперь берем иголку, вставляем в эту нитку и пришиваем перья к луковице. Вот так луковица смотрится после того, как пришили перья. И теперь сформируем корешки. Здесь отрезаем такой длины, как вы хотите. Я вот где-то оставлю до 2 сантиметров. Вот такие. И теперь, если хотите, их можно еще так взять и иголочкой порассоединять ниточки. Они будут более тоньше, красивее. Так подровнять. И все. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!